120 рублей. Средняя зарплата советского человека в 1980 году – 120. Сегодня на эти деньги вы не купите даже чашку кофе в Москве. Звучит как нищета, как приговор целому поколению. Но подождите. Прежде чем делать выводы, давайте сделаем то, что почти никто не делает. Давайте просто посчитаем. Возьмем калькулятор, откроем советские прейскуранты, посмотрим на реальные ценники и переведем эти 120 рублей в язык, понятный нам сегодня. И вот обещаю, цифра, которую вы услышите в конце этого видео, вас удивит. Причем неважно, по какую сторону баррикад вы стоите, ностальгируете по Союзу или считаете его империей дефицита. Цифры штука упрямая. Они не ностальгируют и не осуждают. Они просто есть. Но сначала давайте разберемся, откуда взялась эта цифра. 120 рублей. Кто именно столько получал? Потому что средняя зарплата – это как средняя температура по больнице. Кто-то горит, кто-то уже остыл, а в среднем 36,6. Статистический ежегодник «Народное хозяйство СССР» за 1980 год дает нам среднюю зарплату по стране – 168 рублей. Но это средняя, а вот конкретика. Инженер на заводе – 120-140 рублей. Тот самый инженер, который проектировал ракеты, мосты, турбины – 140. Школьный учитель – 110-120. Врач в поликлинике – 120. Рабочий на производстве – 170-180. А если на сдельщине и с переработками – 220 и выше. Шахтер в Донбассе или Кузбассе – 400-500, иногда 600 рублей. Партийный работник среднего звена – 300-400. Но к этому прилагались спецраспределители, служебная машина и дача, которые в рублях посчитать сложно. Видите, какой разброс? Инженер, который 5 лет учился в институте, получал меньше, чем слесарь 6-го разряда. Врач, который держал в руках чужие жизни, столько же, сколько продавщица в гастрономе. Это была сознательная политика. Рабочий класс, гегемон, физический труд оплачивался выше интеллектуального. И это, между прочим, одна из причин, почему в позднем СССР появился анекдот. «Сынок, учись плохо, будешь хорошо зарабатывать». Но мы специально возьмем в качестве примера именно 120, зарплату врача, учителя, младшего инженера. Самый скромный, самый неудобный для советской статистики случай. Чтобы проверить самую жесткую гипотезу, мог ли человек на эти деньги жить достойно, или он существовал в режиме выживания, где каждая копейка была на счету. Заходим в обычный советский гастроном. Не в «Березку», не в спецраспределитель, в обычный магазин на углу. Вот витрина, вот ценники. Хлеб белый – 16 копеек за батон, черный – 14. Молоко – 28 копеек за литр в стеклянной бутылке с крышечкой из фольги. Десяток яиц – от 90 копеек до рубля 30 в зависимости от категории. Сахар-песок – 78 копеек за килограмм. Масло сливочное – 3 рубля 60 копеек за килограмм. Мясо – от рубля 90 до 2 рублей 20 за килограмм говядины. Колбаса докторская – 2 рубля 20 копеек, любительская – 2 рубля 90. Сыр российский – 3 рубля. Давайте прикинем, если семья из 3 человек, муж, жена, ребенок, тратит на еду, скажем, рублей 5 в день, это 150 в месяц. 2 зарплаты учителя уходят только на еду? Нет, подождите. 5 рублей в день – это очень щедро. Реально советская семья тратила на продукты от 60 до 90 рублей в месяц на троих. Это если покупать в государственных магазинах по государственным ценам. И вот тут, внимание, ключевое слово «если покупать». Потому что купить по этим ценам можно было далеко не все и далеко не всегда. Но об этом чуть позже. Пока фиксируем. На еду у семьи, где работают двое, уходило примерно 30-40% совокупного дохода. Сегодня, по данным Росстата, средняя российская семья тратит на продукты около 30-35%. Похоже? Почти один в один. Но дьявол, как всегда, в деталях. Смотрите, что происходит дальше. Квартплата. Вот тут начинается самое интересное. Советский человек платил за двухкомнатную квартиру с отоплением, водой, газом, электричеством от 12 до 15 рублей в месяц. 12-15 рублей. Это 10-12% от зарплаты в 120 рублей. А теперь откройте свою платежку за коммуналку. Средний счет за ЖКХ в России в 2026 году от 6 до 12 тысяч рублей,
в зависимости от региона и площади. При средней зарплате, допустим, в 70-80 тысяч, это от 8 до 15%. Но если вы в Москве платите за ипотеку, добавьте еще 30-40% сверху. Советский человек ипотеку не платил. Вообще. Квартиру давало государство. Бесплатно. Но в очереди. И об этом мы тоже поговорим. Пока запомним 10% на жилье. Это было железное правило советской экономики. Государство сознательно держало квартплату на уровне, который не менялся с 1928 года. Да, вы не ослышались. Тарифы на ЖКХ в СССР не повышались почти 60 лет. Это было политическое решение. Жилье – базовая потребность, и она не должна разорять. Красиво? Красиво. Но за это приходилось платить другим – качеством жилья, скоростью строительства, размером квартир. Хрущевки с потолками 2,50 и кухней в 5 квадратов – это тоже следствие этой политики. Ладно, едем дальше. Транспорт. Вот тут советский человек был почти королем. Проезд в метро – 5 копеек, в автобусе – 5 копеек, в троллейбусе – 4 копейки, в трамвае – 3 копейки. 5 копеек – это была такая маленькая легкая монетка, которую опускали в турникет. На нее же можно было позвонить из телефона автомата и выпить стакан газировки без сиропа. Давайте пересчитаем. Если человек ездил на работу и обратно каждый день, это 10 копеек в день, 2 рубля 60 копеек в месяц при 26 рабочих днях. Чуть больше 2% зарплаты. Сегодня проезд в московском метро 70 рублей по тройке, туда-обратно 140. В месяц больше 3000. При зарплате в 100 тысяч – 3%. Вроде сопоставимо. Но вот нюанс. В 80-м году единый проездной на все виды транспорта стоил 3 рубля. 3 рубля и катайся сколько хочешь весь месяц. Хоть на метро, хоть на автобусе, хоть на трамвае. Безлимит за 2,5% зарплаты. А такси? Такси в СССР – это не роскошь и не Uber. Посадка 20 копеек, километр 10 копеек. Поездка через весь город – рубль-полтора. Сегодня аналогичная поездка в Москве обойдется в 500-800 рублей. Чувствуете пропорцию? Но подождите, пока не спешите завидовать. Потому что сейчас мы доберемся до того, на чем советский человек спотыкался. До одежды. Вот здесь начинается совсем другая история. Мужской костюм в магазине «Одежда» от 100 до 120 рублей. Целая месячная зарплата инженера. Зимнее пальто – 150-200 рублей. Женские сапоги – 60-90 рублей. Это если вы нашли свой размер, свой фасон, и если вообще повезло застать что-то приличное на полках. Потому что хорошая одежда в СССР – это был квест. Не поход в магазин, а именно квест, с разведкой, очередями и знакомствами. А теперь джинсы. О, джинсы. Это отдельная глава советской экономической истории. Фирменные джинсы Levi's, Wrangler, Montana в свободной продаже не существовали. Их можно было купить только у фарцовщиков. Цена от 150 до 200 рублей. 1,5 зарплаты врача. За штаны. За одну пару штанов. Сегодня это звучит безумно, но в 80-м году джинсы были не просто одеждой. Они были валютой, статусом, пропуском в определенный социальный круг. Студент в фирменных джинсах – это как сегодня студент на новом BMW. Все понимали, либо родители при деньгах, либо у человека есть связи. И вот тут мы подходим к важному моменту. Если на еду, квартиру и транспорт советский человек тратил вполне разумные деньги, процентов 50-60 от зарплаты, то на все остальное оставалось не так уж много – 40-50 рублей. И этих 40-50 рублей должно было хватить на одежду, обувь, бытовую химию, развлечения, книги, подарки. Если представить это в виде круговой диаграммы, а мы ее сейчас покажем, то картина получается любопытная. Еда – 35%, квартплата и коммуналка – 10%, транспорт – 3%, одежда и обувь – 15-20%, если копить и покупать раз в сезон. И остаток на все остальное. Но это только верхушка айсберга, потому что мы еще не добрались до главного, до крупных покупок, до тех вещей, на которые советский человек копил годами. И вот тут цифры становятся по-настоящему драматичными. Но об этом через минуту.
Итак, мы разобрались с едой, квартирой, транспортом и одеждой. Советский человек с зарплатой в 120 рублей мог нормально питаться, жить в теплой квартире и ездить на работу за копейки. Но вот он приходит домой, садится на табуретку и оглядывается. Телевизор, холодильник, стиральная машина. Все то, что сегодня мы покупаем, не задумываясь. В кредит, в рассрочку, по акции на маркетплейсе. В 1980 году было событием масштаба семейного совета. Телевизор цветной, Рубин, Горизонт, Рекорд стоил от 500 до 700 рублей. Возьмем среднюю – 600. Это 5 месячных зарплат врача. 5 месяцев работать и не есть, не пить, не платить за квартиру. Только тогда хватит на телевизор. Понятно, что так никто не делал. Копили. Откладывали по 20-30 рублей в месяц. Значит, на телевизор нужно было копить 1,5-2 года. А ведь цветной телевизор в 80-м – это не роскошь. Олимпиада в Москве, программа «Время», 17 мгновений весны в цвете. Это базовый предмет быта. Холодильник ЗИЛ, Минск, Бирюса. От 250 до 350 рублей. 2,5 зарплаты. Стиральная машина от 100 до 200 рублей. Но автоматических почти не было. В основном полуавтоматы с ручным отжимом. Те самые с валиками, через которые пропускали белье. Пылесос от 30 до 50 рублей. Это, пожалуй, единственная бытовая техника, которая не требовала многомесячных накоплений. А теперь автомобиль. Вот тут советская экономика показывала свой самый парадоксальный оскал. «Жигули ВАЗ-2101», легендарная копейка, стоили 5,5-6 тысяч рублей. ВАЗ-2106, 7,5-8 тысяч. «Волга ГАЗ-24», 15 тысяч. Пересчитаем. 6 тысяч рублей при зарплате в 120 – это 50 зарплат. 4 года работы без единой копейки на что-либо другое. А шестерка – это уже 62, 66 зарплат. Больше 5 лет. Но это еще полбеды. Деньги – это только первая часть квеста. Вторая – очередь. Чтобы купить автомобиль, нужно было встать в очередь на предприятии и ждать. 5 лет, 7, 10, иногда 15. Вы записывались в очередь, когда ваш ребенок шел в 1 класс, а получали машину, когда он заканчивал школу. Это не преувеличение, это реальность, зафиксированная в тысячах воспоминаний. А теперь давайте сравним. «Лада Гранта» в 2026 году стоит примерно от 800 до 900 тысяч рублей в базовой комплектации. При средней зарплате по России в 70-80 тысяч это от 11 до 12 зарплат. Без всякой очереди. Пришел в салон, купил или заказал онлайн. Разница в 5 раз. В 1980 году автомобиль был мечтой, которую человек вынашивал десятилетиями. Сегодня это покупка, которую можно совершить в кредит за 15 минут. Можно спорить о качестве, о марках, о том, что «Жигули» не BMW, но сам факт доступности, он изменился радикально. Кстати, если вам интересно разбираться в таких сравнениях, нажмите лайк. Серьезно, это не просто кнопка, это сигнал алгоритму, что такие видео нужны. Что люди хотят считать, а не просто слушать лозунги. Чем больше лайков, тем больше людей увидят это видео. А нам есть что еще посчитать. Потому что до сих пор мы считали только то, за что советский человек платил. А теперь самое неожиданное. Давайте посчитаем то, за что он не платил. Жилье. Квартиру в СССР давали бесплатно. Не дарили, давали в пользование. Вы не были собственником, но жили сколько хотели и передавали прописку детям. Средняя стоимость строительства двухкомнатной квартиры в 80-м году около 10 тысяч рублей. Если пересчитать это как ежемесячную скрытую зарплату, растянуть на 20-25 лет условной аренды, получается примерно 35-40 рублей в месяц, который человек не платил, но получал в виде крыши над головой. Медицина. Полностью бесплатная. Поликлиника, больница, операция, скорая – 0 рублей. Качество – отдельный разговор. Очереди в поликлиниках были легендарными, оборудование часто устаревшим, а отношения, кто помнит, тот помнит. Но сам факт – аппендицит, перелом, роды, даже сложная операция – вы не платили ни копейки. Сегодня вызов скорой формально бесплатно, но попробуйте попасть к узкому специалисту без полугодового ожидания. А платная медицина – это тысячи и десятки тысяч рублей за прием. Если пересчитать советскую бесплатную медицину в рыночные цены, это еще рублей 30-50 в месяц скрытого дохода. Образование.
Школа бесплатна, институт бесплатно. Причем не просто бесплатно, студентам платили стипендию. 40 рублей обычная, 50 повышенная. Вам платили за то, что вы учитесь. Сегодня год обучения в приличном вузе от 150 до 500 тысяч рублей. Если размазать стоимость высшего образования одного ребенка на период трудовой жизни родителей, это еще рублей 20-30 в месяц, которые советский родитель экономил. Путевки в санаторий. Профсоюз давал путевки бесплатно или за 30% стоимости. 2 недели на Черном море за 20-30 рублей вместо полной стоимости в 100-150. Детские лагеря, Артек, Орленок, обычные пионерлагеря. Бесплатно или почти бесплатно. Ребенок уезжал на месяц, ел 3 раза в день, купался, загорал, а родители платили символические деньги. Теперь складываем. Зарплата 120 рублей. Плюс скрытый доход от бесплатного жилья рублей 35-40. Плюс бесплатная медицина рублей 30-50. Плюс бесплатное образование 20-30. Плюс льготный отдых 10-15. Итого реальный доход советского человека с учетом всех невидимых благ от 250 до 350 рублей. А для семьи с 2 работающими от 500 до 700. Это уже совсем другая картина, чем жалкие 120 рублей, правда? Но всегда есть «но». И в случае с советской экономикой это «но» размером с Красную площадь. Деньги были, а купить на них часто было нечего. Это не пропагандистский штамп и не антисоветский миф. Это экономический факт, подтвержденный статистикой. Называется он «подавленная инфляция» или, проще говоря, дефицит. Как это работало? Государство фиксировало цены. Колбаса 2,20 и точка. Не 2,50, не 3 рубля, 2,20 по всей стране. Но при этом государство не могло произвести столько колбасы, сколько люди хотели купить по этой цене. Спрос превышал предложение. И вместо того, чтобы цена росла, как в рыночной экономике, возникала очередь. Очередь – это и был советский механизм регулирования. Не цена отсекала лишних покупателей, а время. У кого было время стоять, тот покупал, у кого не было, оставался без колбасы. В Москве и Ленинграде снабжение было лучше, в областных центрах – терпимо, а в малых городах и селах – катастрофически. Существовали так называемые колбасные электрички. Люди из Тулы, Рязани, Калинина ехали в Москву за продуктами, потому что дома на полках было шаром покати. Мясо по талонам, масло по талонам, сахар по талонам. И это 1980 год, не война, не послевоенная разруха. Олимпиада, космос, ядерный паритет, а в магазинах пусто. И вот результат этого парадокса. К 1991 году на сберкнижках советских граждан скопилось 372 миллиарда рублей. 372 миллиарда. Астрономическая сумма. Люди копили не потому, что были бережливыми. Они копили, потому что тратить было не на что. Хотели купить мебельный гарнитур? Его нет. Хотели купить машину? Очередь на 10 лет. Хотели купить кооперативную квартиру? Тоже очередь, и не факт, что дадут. Деньги лежали мертвым грузом. А потом, в 91-92 эти сбережения сгорели, просто испарились. Инфляция съела все. Это была, пожалуй, самая массовая конфискация накоплений в мировой истории. 372 миллиарда в пыль. И вот мы подходим к главному вопросу. К тому, ради которого вы, вероятно, и смотрите это видео. Жили лучше или хуже? Я не буду давать однозначный ответ, это было бы нечестно, потому что ответ зависит от того, что для вас значит «лучше». Если лучше это стабильность, предсказуемость, уверенность, что завтра ты не окажешься на улице, то да, в каком-то смысле советский человек жил лучше. Квартира гарантирована, работа гарантирована, пенсия гарантирована, базовые потребности закрыты. Тебя не уволят, не выселят, не оставят без медицинской помощи. Если лучше это свобода выбора, разнообразие, возможность купить то, что хочешь, когда хочешь, то нет. Советский человек жил в мире, где выбор был ограничен принципиально. Не 2 сорта колбасы из 50, а 2 сорта, и все. Никакую машину купить, а дадут ли вообще. Никуда поехать в отпуск, а дадут ли путевку. Цифры не врут, но цифры не говорят всей правды. За 120 рублей можно было жить. Сытно, тепло, с крышей над головой.
Но нельзя было жить так, как хочешь. Вот, пожалуй, самая точная формула. А теперь то, что я обещал в начале. Давайте переведем 120 советских рублей 1980 года в рубли 2026. Есть разные методики пересчета. Можно считать по потребительской корзине. Сколько стоил набор базовых продуктов тогда и сколько стоит сейчас. Можно считать по золотому эквиваленту. Рубль 1980 года содержал 0,9 грамма золота, и если пересчитать по сегодняшней цене золота, получается одна сумма. Можно считать по паритету покупательной способности. Если считать по продуктовой корзине килограмм хлеба, литр молока, килограмм мяса, десяток яиц, то 1 советский рубль 1980 года примерно равен 400-500 рублям 2026 года. Значит, 120 рублей – это 48-60 тысяч. Не густо по нынешним меркам. Но если добавить невидимый доход, бесплатное жилье, медицину, образование, то реальный эквивалент вырастает до 100-140 тысяч рублей. А это уже вполне сопоставимо со средней зарплатой по России в 2026 году. Вот такая арифметика. 120 рублей – это одновременно и мало, и много. Мало, если считать только наличные, много, если считать всю систему. И главный парадокс. Советский человек был обеспечен, но не свободен в потреблении. Современный россиянин свободен в потреблении, но далеко не всегда обеспечен. Напишите в комментариях, какая система вам ближе, не какая лучше, какая ближе лично вам. Гарантии без выбора или выбор без гарантий. Мне правда интересно, что думает аудитория этого канала. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Увидимся.